Окраина болот. Территория не маленькая. Вот была бы карта, чтобы проще исследовать эту ивентовую локацию. И она есть. В этом видео я покажу тебе подробную карту, что брать для полной зачистки. И отвечу на главный вопрос. Сколько деталей для сложного оборудования на этих территориях? Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать Last Day. События, грязь и металл. Без долгих предисловий. Карта уже доступна для тебя в телеге и в Max Печка ТВ. Качай на здоровье. Ну а в этом видео мы ее доработаем и ответим на главный вопрос. Сколько ивентовых деталей находится на этой огромной территории? У нас 3 буровые установки: альфа, бета и гамма. Вот отсюда мы начинаем и поехали. Вот здесь разрушенный вертолет. Ящики — это те, которые надо лутать. Здесь нету пока что ящиков под гарпун, но я их обязательно добавлю. Хотя они не сильно и нужны. Ну и все, и поехали до альфы. Показываю тебе сразу короткий путь. Ну и делись, конечно же, комментарием под этим видосом, что еще добавить на эту карту и нужно ли добавлять вот этот короткий путь. Это путь к бета и гамма, финальная буровая, до момента, пока ты разблокируешь вот эти ворота. Вот сюда посмотри, вот здесь ворота, да, нам заблокирован проход. Также есть уникальные точки. Их я тоже подпишу. В данный момент на них просто ящики. Вот здесь, где танк разрушенный. Здесь уникальное место и очень много деталей. Вот здесь, в самом верху, посмотри. Вот это вот тоже уникальная точка, да? И где-то еще вот здесь, что ли. В общем, остановимся для начала на этой схеме. Ну и помчали, ёлпалы. Желательно, чтобы у тебя был таран, но можно обойтись и без него. Гусеницы обязательно. 1 монтировка, 1 взрывчатка, 1 гарпун. Итог, сколько будет деталей? Показывать тебе будут только ключевые моменты, да? Какие? Уникальные точки, где реально много дают деталей. Ну и буровые установочки. И да, вот это одна из уникальных точек. В простых ящиках дают 2-3 детальки. Здесь дают прям солидно. И еще 5. Десяточка. Неплохо. Поехали дальше. Все время буду сверяться, конечно же, со своей картой, чтобы ничего не пропустить. Вот те самые ящики, да? Они не обязательны, и в них нету этих деталей. Но зато есть бензин и многое другое. И да, рекомендую, конечно же, тебе использовать кувырок на этих болотах. И резиновые сапоги не помогают. Они на мне. Хожу еле-еле. Решил сразу оставить альфу. Едем по ящикам, да? К альфе обязательно сейчас вернемся. Еще один. И еще один. Опять же к уникальному месту, где очень много деталей будет, да? А вот оно, второе уникальное место. Ты понял, да? Я кругом проехал вокруг альфы. А какой будет у тебя путь? Ну, тут каждый сам себе выберет, как ему удобно. Оп. Повторюсь, в принципе, таран можно не брать поначалу, чтобы экономить деталей. Просто зомби придется убивать, соответственно, огнестрелом, да? Ну и желательно деревья обруливать. И да, детальки можно прекрасно складывать вот сюда в вездеход. Они стакаются прям красиво по 40. Ну и на протяжении всего исследования болот я буду тебе показывать вот такие мини-заставочки, да? То есть я поехал вот сюда. Все, облутали раз ящик. Облутали 2 ящика. Потом мы вот так вот поехали. Забрали этот чемодан. Обрулили здесь альфу. Этот. Вот этот.
Ну и в данный момент, да, взяли раз ящик, объехали, забрали следующий. Теперь, возвращаясь, у нас должен быть по пути вот этот ящик, потом вот этот напротив альфы, ну и лутаем альфу. Дальше что делаем? Дальше будет дальше. Поехали. Вот он, красавчик, стоит. Все как и должно быть. И да, конечно же, учитывая рандом. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Ну, плюс-минус одинаковое количество деталей будет. Сейчас будет один ящик. Вот он красивый. Забираем. Ну и альфа. Монтировка, С4 и крюк будут использоваться на буровых. Альфа, бета, гамма. Покупать дополнительный крюк и вскрывать вообще все, это попозже. Ну и вообще, это уже каждый сам себе решит, оно тебе надо или нет. Естественно, на буровых, да. Вот, собственно, посмотри вот этот лут. Шестеренки, бензин, сталь. Это те самые ресурсы, которые дополнительно еще разбросаны по всем болотам, если ты будешь вскрывать крюком. Оп, неплохо, да? Ну и третий ящичек. Так себе лут. Буровые я сейчас трогать не буду, да? Мы с тобой занимаемся сейчас конкретно исследованием карты. Итого тут у нас получается 6 ящиков. 3 заперты крюком и 1 монтировочкой. Опа, даже карбон могут дать. Да, есть такое. И да, чтобы был бензин конкретно, еще такое небольшое дополнение. Бензин это крюк, без вариантов. С этой точки вернемся к этому ящику, потом вот этот в самом краю, потом вот так, сюда, на бету не заезжаем, едем вот сюда, ну и по этому секретному пути проедем, заберем еще один, вернемся в начало. Поехали! Ну вот он какой красивый на пятачке. Его, конечно, надо было сразу взять, да? Я его пропустил. Ну, теперь, когда у тебя появится карта, я думаю, будет не проблема, да? Опачки. Все, в тупичеллу приехал. А вот он и еще один ящичек. Хочу сразу подметить. На карте ярко-оранжевым нарисованы горы, которые обрулить нельзя. Вот этот ящик получается просто в таком закутке, да? То есть отсюда не выбраться. И вот он третий, на самой окраине. Чтобы в этом удостовериться, давай зачеркнем, что мы точно уже взяли. Вот этот ящик мы все-таки взяли. И этот, ну и вот этот, да? Сейчас из этой точки будем возвращаться. Будет еще сбоку беты 1. Потом по секретному пути 2 и 3. Вот та самая бета, да? Вот он, красавчик. Я на вездеходе, поэтому еду, да, и мне вообще насрать. Блин. Наверное, это главная прелесть вездехода. Ему не нужна дорога. Теперь показывают тот самый, да? Секретный и несекретный путь. Машины должны быть. Вот они, машины. Вот тут мы проезжаем с тобой. Забираем тот самый наш ящик. Кувырок помогает, повторюсь. Очень хорошо. Оп, да, иногда будет тебе вот так вести и будут давать еще монтировочку. Нужную нам с тобой, да? Одной монтировки с лихвой хватает на зачистку всей локации. И сейчас тут у нас будет еще один ящик. Опа, гусеницы, смотри. Если гусеницы заломаешь, это вообще просто капец. Без них прям вообще, чё попало. А как поберечь гусеницы, таран? Ну, таран это таранишь зомби, таранишь деревья. Гусеницы, везде, где не гусеничный след, все, они ломаются. Без вариантов. Конечно же, давай сразу отремонтим вездеход. Те ресурсы, которые желательно собирать, да? Изолента, провода, железо, алюминий, если выпадет, гаечные ключи.
Давай подведем итог. Вот эта часть нам с тобой остается. Гамма. И как минимум еще 3 уникальных места и кучу деталей. Потому что вот в этой части, которую мы с тобой уже исследовали, да, реально мало деталей. В следующей части она намного сложнее, дают больше деталей. Мы с тобой уже собрали 48 деталей. Опа! Ты понял, что? Ха-ха-ха, блин. Сломались гусеницы. Да, это полная жесть. А если без тарана? Как? Чё? Ну, вон, посмотри. Один урон, да? То есть наносишь ты урон своему вездеходу. Без проблем, тарань деревья. Но будешь чуть-чуть коцать. И чё? Мне кажется, без этого можно обойтись, да? Хотя бы по первому времени. Приехали. Та самая точка. Буровая установка гамма. Повторюсь, мы сейчас не облутаем то, что под крюк, но зато мы сможем облутать все остальное, да? И побыстрее накопить на тот самый крюк. Опять же, монтировочка, конечно, нужна. Бензина тебе более чем достаточно будет того, который ты будешь лутать на этих буровых установках. При условии, что ты будешь крюком выламывать, естественно, на буровых. И монтировкой. Плюс сишка потребуется. Мы сейчас до этого обязательно дойдем. Готово, да? Не облутали только вот эту вот замечательную дверь. А можно ее не лутать? Конечно, можно. Давай посмотрим, куда дальше путь держим. Все, бету мы облутали, да? Вот она, бета, выделяем ее. И крестиком. Вот так по-хорошему надо сейчас проехать. Раз ящик, да? Вот 2, вот еще чемоданы. И вот сюда вниз уйти, заезд к воротам. Давай так и попробуем сделать. Точка интереса еще одна. Она просто великолепна. Повторюсь, вот в этой части, во второй части болот, скажем так, да? Гораздо жирнее ящики на детали. Плюс-минус 150-200 будет по итогу. И монтировочка. Опа, 14 деталей сразу, как с куста. Поехали дальше. Вот он, чемоданчик. И заезд в ворота. И еще одна точка интереса. Где будет дофига деталей, соответственно. Ни одна, ни две, да? Оп, сразу 8. И опять, естественно, монтировочка. Монтировку сломали. Но я ей и бил, и она покоцанная была. Одной достаточно на фулл зачистку. Вот туда дальше не пробегаем, там ворота. Ну давай я пробегу все-таки, да, покажу тебе. Карта сомкнулась. Вот я 2 ящика вот эти облутал, да? И вот они здесь ворота. Теперь возвращаемся и видим. Вот этот ящичек, вот этот, вот этот, вот этот. Ну и вот этот вроде как мы тоже с тобой уже облутали, да? А куда дальше-то двинем? Вот сюда к гамме мы двинем сейчас. Думаю, самое время. Если вдруг что-то будет тебе неясно, как-то неудобно или еще что-то, карта у тебя уже есть. Рисуй, дорисовывай, удаляй, прибавляй, что хочешь делай. Обрати внимание, проезжаем через вот эту точку интереса, да, большую достаточно, такую, обширную. И сразу подъезжаем к гамме. Оставляем пока в покое гамму. И сразу остановочка, чемодан. Как и должно быть, сверху гаммы. И еще один красивый чемоданчик. Эти 2 чемодана мы только что с тобой облутали. Двигаемся вот сюда. И что мы видим? Карта сошлась, все четко. Вот раз ящик. Вот там я чуть-чуть проехал еще один. Если вдруг захочешь свериться, покатайся по всяким закоулкам.
Но нет на ней уже все главные ящики. Вот он, красивый, да, спрятался от нас. Ну и вот то самое место, да, точка интереса. С мощным лутом. Что тут у нас? Тут нам опять требуется крюк. Но, как ты понял. За крюк нету деталей для сложного оборудования. Поэтому можешь и игнорировать. Совсем нету. Их нету даже в местах альфа, бета, гамма. За крюк металлы, шестеренки, бензин. Ну, то есть, вот этот ящик, да, в нем не будет этих деталей сложных. Маленький готов, этот готов. Остается у нас гамма, вот эти два ящика готовы. Но мы с тобой двигаемся, повторюсь, сейчас вот сюда, да, вот к этим двум ящичкам. И потом по низу обрулим вот эту. И потом в конце заедем на гамму. Опачки. Прям рядышком. Вот прикол, если сломается вездеход в процессе исследования болот. Да уж, неприятно. Поэтому советую тебе как бы, да, следить за ним. Каждый раз, выезжая, ремонтирую его на полную. И вон, ты видишь, и я вижу еще один ящичек. Можно, кстати, вот так кувырком. Ты вообще через кувырок можешь все болота исследовать. Но это идиотизм. Но иногда вот в таких ситуациях, да, почему бы не нажать? Потому что смотри, как это долго, если без. Капец, капец. Стараемся вот так аккуратно гамму, да, проехать. Вот, бомжей не цеплять, хотел сказать. Они прям вообще чуют. Все правильно. Видишь, да? Не проехать. Объезжаем вот здесь. Это выход к третьим, к финальным, собственно, воротам. И тот самый, да, танк. О! Красавчик, аллигатор, аллигатор. Забираем. Это большое количество деталей сейчас будет. Что вообще жидко, ёп, ребята. Блин, вы что, не позорьте меня? Блин. Не, вот здесь сейчас будет хорошо, да? Танк все-таки стоит. Ну, давай. Ну, блин, так себе. Бывало и поинтереснее дают. И побольше давали, да? Насколько гуляет рандом? Вот в чем вопрос. Ну, гуляет. Но при этом ты уже видишь, и я вижу, что есть 200 деталей. Давай просто, чтобы объединить, да, в голове всю карту, так сказать. Вот. Ворота. Видишь, да? Заезжать туда не будем. Вот здесь мы в данный момент с тобой находимся. Вот здесь, да? Вот сюда мы с тобой подъехали. И смотри, какой интересный момент. У нас остался ящик, поэтому берем его, а потом на гамму. Куда? Прям вот по этим вот следам едем. Более-менее не стачиваем гусениц. Сейчас тут будет ящик. Вон он красивый. Вот так красиво оббегаем, да? И все. Готово. Что готово? Все готово. Все ящики абсолютно. Кроме финальной буровой. Самой сложной буровой. А вот и место под С4. Опа! А почему? А потому что таран. У меня ж тарана нету. Вот. Я не могу даже ворота снести. Но разработчики подумали о том, что мы с тобой не будем иметь этих деталей. И мы можем здесь пройти. Пошла жара, сразу взрываем сишечку. Если ты не видел мой подробный гайд по этому событию, как, чего, зачем, почему, всегда можешь найти его на канале и посмотреть. Он уже вышел. Плейлист гайды Last Day. Как ты понял, все места, где гарпуном действуешь,
дополнительные. Ты не лутаешь эти детали сложного оборудования. Поэтому по минималке все, что тебе надо, это гусеницы. Без гусениц действительно очень медленно будешь ползать. А вот он и крюк, да? Можно открыть пусковым крюком. Привет, бомжи! Вот здесь шестереночка просто разблокирует еще один лут. Вот туда смотри. Вон, видишь, контейнер в подвешенном состоянии. Сейчас грохот будет. Бэм! Упал парень. И разблокировал еще один ящик. Опа! Еще один крюк. Да, такое жирное место. Даже огнестрельчик дали, надо же. Ну чё? Готово! Подведем итог. Давай сделаем фиолетовый путь. Вот так я сейчас поеду. От гаммы к бете. Тут, где машины, я поверну. И вот так вот приеду в начало. Точка интереса, да? Проезжаем ее. А вот они, те самые тачки. Можно, в принципе, не обруливать. Это ж вездеход, ёп. Ну, очень короткий путь. Я не знаю, короче, только в сказке. Но да, при этом, смотри, гусеницы по этой жиже ломаются. Они вообще по всему ломаются, кроме вот таких вот дорожек, да? Земляная дорожка со следами гусениц. А что тут считать? 128 и отними десяточку. Итого мы имеем. Опять же, есть рандом, да? 164, блин. Мне кажется, это нормально вообще. А как ты считаешь? Делись, конечно же, в комментарии под этим видосом. Повторюсь, карта доступна в нашей телеге и в Макс. Плюс я ее еще буду дорабатывать. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать, конечно же, оценить лайком. Ну и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу Макс. У нас там, как ты понял, очень много всего полезного. А еще сливы обновлений. Анонсы роликов, стримов, чат, розыгрыши, уникальный контент. Всякие разные выходят каждый день. В общем, скучно точно не будет и никогда ничего не пропустишь. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.